Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждую неделю, самое важное, что надо знать в ближайшую неделю. Сейчас стихия огонь, знаки зодиака Овны, Львы и Стрельцы. Не забывайте про ваш асцендент, восходящий знак, который был при вашем рождении. Он, да, влияет на ваше состояние, влияет на ваше настроение, на ваши мысли, и, соответственно, он влияет на то, что с вами происходит. Поэтому смотрите ваш знак зодиака и знак зодиака вашего асцендента для того, чтобы получить полную информацию о том, что было бы здорово знать. Осведомлен значит вооружен. Ну и, как и каждый раз, мне очень понравилось, как дают советы послания стихии Ларисы Ренар. И, соответственно, они дают советы и показывают, что же сделать для исполнения желания и, соответственно, что сделать для достижения цели. Ну и сейчас, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, обязательно улыбнитесь. У меня уже очень много клиентов, с которыми я работаю, и когда я им говорю, делайте практику улыбки, даже не задумывайтесь, зачем, почему. Подошли к зеркалу, улыбнулись. Если рассмеялись, значит это здорово. И делать это надо каждый день. И вы почувствуете, первое, что чувствуют люди, это изменение внутреннего состояния, изменение реакции на ситуации, на людей, на события. Ну и, соответственно, когда вы меняете свое состояние и меняете свой подход и отношение к людям и к ситуациям, меняются и ситуации, меняется отношение людей и, соответственно, меняется ваша жизнь. Вот так просто при помощи всего лишь одной улыбки можно изменить свою жизнь. Ну что, я надеюсь, вы улыбнулись. Я начинаю, как всегда, с начала гороскопа с Овнов. Ну что, мои дорогие Овны, прекрасная неделя идет к вам. Будете что-то праздновать, будете чему-то радоваться, улучшатся какие-то отношения. Это могут быть как отношения в паре, так отношения в семье, в широком смысле этого слова. Ну и также это могут быть друзья и коллеги. Состояние будет именно дружить. Вот дружить со всеми. Вы знаете, я, когда начинала работу над собой, я помню, моя первая победа была, когда я это был первый раз, потом это происходило и происходит. Я проснулась, и я почувствовала, знаете, что я люблю всех. И вот это состояние, что люди, я люблю вас, может посетить вас в ближайшую неделю. И это здорово, потому что когда вы излучаете любовь, когда вы любите себя, любите всех вокруг, вы и притягиваете все, что связано с любовью и радостью. Соответственно, вы притягиваете хорошие события, вы притягиваете прекрасное решение задач и продвижений. Тут действительно неделя, в которую вы можете радоваться. Ну и, конечно, главное не бояться этого и принимать. Часто люди боятся радоваться и боятся принимать. Просто
Я знаю, что у большинства из нас в детстве нам внушили, что жизнь полосатая, и что после белой полосы идет черная. Ну, я переубеждать никого не буду, я все время говорю, что да, возможно, чтобы жизнь была постоянной белой полосой. Все зависит от вашего отношения к жизни, к ситуациям и к людям. Вот, поэтому выбор ваш, как всегда, но неделя идет хорошая. Тут я вижу именно при помощи взаимоотношений какие-то продвижения, какое-то улучшение здоровья, улучшение обстановки на работе, улучшение обстановки в бизнесе и, соответственно, повышение дохода тоже не исключается. Львы, посмотрим, что же у вас. Ну что, мои дорогие львы, вы смотрите осторожно, неделя ваша. Кстати, неделя пройдет в ваших энергиях, 8 жезлов, 8 огня. Но тут карта говорит о том, что придется много действовать. Я не люблю слово «работа», поэтому я говорю, придется много действовать. И, конечно же, эти действия не останутся незамеченными, образно говоря. Имеется в виду, что все, что вы будете делать в ближайшую неделю, будет приносить результат. Если у вас какой-то серьезный проект, подойдите к нему именно сконцентрируйтесь именно на нем. Старайтесь не разбрасывать ваше внимание и не разбрасывать ваши силы для того, чтобы результат был лучше, для того, чтобы вы были больше довольны тем, что будет происходить, и тем, как будут решаться ваши задачи и как будет происходить достижение чего-то. Смотрите, это может быть связано как с работой, карьерой и бизнесом, также это может быть связано с отношениями. Придется, даже девочки, вам придется действовать. Конечно, действия мужчин и действия женщин – это разный вид действий, но все-таки, девочки, вот тут я вижу ситуации, в которых все-таки вам надо будет показывать свои чувства. Да, мы, женщины, такие, мы скрываем свои чувства, мы создаем нехватку, и это правильно. Но если переусердствовать с этим, у мужчины может потеряться интерес. Мужчина может подумать, что он вам не нужен, и, соответственно, знаете, вот героев и принцев есть они, но не всегда. В основном нормальные среднестатистические мужчины, которые, если чувствуют, что они не нужны, если чувствуют, что женщина не проявляет к ним интереса, они просто отступают и идут дальше. Поэтому, девочки, выбор ваш. Но вот тут будут ситуации, в которых было бы здорово, по крайней мере, дать мужчине знать, что он вам не безразличен. Ну, а дальше уже решать и смотреть реакцию мужчины. Для мужчин, могу сказать, действуйте. Интересующая вас женщина именно и ждет ваших действий, даже если она вам этого не показывает. Если дело касается здоровья, если есть какие-то проблемы со здоровьем, вот тут я могу сказать, не спешите себе сами ставить диагноз.
проконсультируйтесь с врачом и, конечно же, настраивайте себя на победу над болезнью, на выздоровление. Не настраивайте себя на борьбу с болезнью, а настраивайте себя на выздоровление. Никаких, вот по крайней мере по этой карте, я не вижу никаких в пределах недели серьезных заболеваний. Ну и стрельцы, давайте посмотрим, что же надо знать стрельцам. Ну а у вас, будьте готовы, будут решаться какие-то старые дела, вот какие-то вопросы, которые очень давно зависли, они в ближайшую неделю могут решиться, не без вашей помощи, конечно. Эта карта еще говорит, что старые опыты, старый негативный опыт надо отпускать, надо закрывать гештальт, как говорят в психологии, и идти дальше. Просто вот именно старые опыты прошлого, которые вам тогда мешали, они вам мешают и сейчас. Только вы можете их отпустить и уже свободные, окрыленные идти дальше. Да, я не ошиблась, свободные и окрыленные. Дело в том, что когда мы освобождаем себя от негативной энергии, мы высвобождаем нашу энергию, потому что негативный подход, он поедает нашу энергию, и, соответственно, у нас нету сил, нету настроения, и вот это все усугубляется. Мы раздражены, мы не радуемся тому, что происходит, потому что мешает нам вот то, что нас тянет назад. Вот этот груз прошлых обид, раздражений и злобы. Это все лежит грузом на вас. Скиньте этот груз. В помощь вам практики на канале, пожалуйста, есть же даже практика Хаопанопона. Да, я ее делала давно, я ее давно выпускала, я, скорее всего, обновлю в новом формате и с новыми эффектами, которых я научилась за это время. И, соответственно, вы сможете ее слушать и в новой интерпретации. Но, в принципе, это всего 4 фразы. Прости меня, пожалуйста, мне очень жаль, я люблю тебя, благодарю тебя. Дело в том, что вот эти 4 фразы, они гармонизируют ситуацию, они гармонизируют энергию. Я, конечно же, читала именно как это, откуда это пришло и как это произошло. Но дело в том, что именно это пришло с Гавайев, а именно старцы на Гавайях говорят, что это волшебная практика. Они не объясняют, что и кому. Просто, знаете, вот когда мы включаем свет, мы никогда не думаем, как работает электричество. Когда мы садимся за руль автомобиля, мы тоже не думаем. Мы вставляем ключ в зажигание, включаем и нажимаем на педаль газа и едем. Вот точно так же и с этой практикой. Тут надо просто делать и совершенно не задумываться. Тем более, что фразы действительно, знаете, как исцеляющие. Одна фраза «я люблю тебя» и «я благодарю тебя». «Прости меня» – это чтобы то, если вы чувствуете вину, но опять же, работает оно только в совокупности. Пробуйте. И единственное, что опять же, многократное повторение. Оно и практика помогает просто повторять. Я много могу приводить примеров, конечно,
как эта практика работает, но я сделаю это не в пределах этого расклада. Я все-таки сниму еще видео с этой практикой, и там я расскажу вам, какие я знаю точно чудеса произошли. Ну что, совет для стихии огонь, общий совет. Новости из прошлого могут вас обрадовать, а могут вас огорчить. И имеется в виду, что новости от кого-то из прошлого. Как вы их примете, это зависит от вас. Меньше эмоций включайте, особенно если происходит что-то, что вам не нравится. Если происходит что-то, что вам не нравится, остановитесь, проанализируйте, найдите в ситуации то, что вам нравится, концентрируйтесь на этом, и вы сами сможете изменить ситуацию. Вот что советуют карты. Ну а сейчас желания, вопросы, цели и послание стихий покажут нам, что же надо сделать для того, чтобы получить положительный ответ на ваш вопрос, для того, чтобы исполнить ваше желание, ну и, конечно, достичь цели. Исполнение желания и достижение цели – это практически одно и то же. Единственное, что когда мы переводим желание в цель, тогда легче его исполнить. Это то же самое, как желание, намерение. Вот намерение, например, вы утром встали, и вы знаете, у вас есть какой-то определенный набор действий, которые вы совершаете, когда вы проснулись. Первое, например, пошли почистили зубы, умыли лицо, руки, привели в порядок свою гигиену. Вы даже не думаете, что вот, как же это сделать. Вот это называется намерение. Выпить кофе. Вы знаете, вы идете на кухню, вы ставите там чайник, кофеварку, у кого что, турку, и вы завариваете кофе, и вы его пьете. Но вы тоже не задумываетесь, ой, как же это сделать? Вы просто идете и делаете. Точно так же, если подходить к желаниям или к целям, они точно так же будут исполняться. Еще один тип, еще один ключ, еще одна практика, можно сказать. Ну что, давайте посмотрим, овны, что произойдет с вашим желанием. Вы знаете, я могу вам точно сказать, что все препятствия уходят. Это туз воздуха или туз мечей. Мечи – это интеллект, и я всегда смотрю на меч, все равно это же символика. Здесь, правда, здесь нет меча, здесь есть перо павлина, и, соответственно, могу сказать, что все препятствия на пути к исполнению желания или к достижению цели, они остаются позади. И, соответственно, вы должны действовать будете довольно-таки быстро. И, соответственно, вашим действием ваше желание исполнится. И вот самая основная фраза этой карты: учитесь, меняйтесь и развивайтесь. Будьте на шаг впереди всех. Я никогда не говорю «будьте лучше всех». Нет, надо быть самим собой и уникальным. И это все равно лучше всех, потому что таких, как вы, больше нет. Ваше желание в ближайшую неделю может исполниться по этой карте. Львы. Мои дорогие львы, уберите сомнения,
откройте свой потенциал, у вас безграничные возможности. В ближайшую неделю может прийти инсайт по поводу того, как же легко исполнить ваше желание. По двойке огня желание в ближайшую неделю, скорее всего, еще не исполнится, но вы на пути. Стрельцы, мои дорогие стрельцы, все, что происходит сейчас, помогает вам выйти на новый уровень. Оставайтесь открытыми к появляющимся возможностям. В ближайшую неделю вы увидите, как можно исполнить ваше желание быстро и легко и выйти на новый уровень развития. Я всегда говорю, развитие, это имеется в виду, вы завершаете что-то и двигаетесь дальше. По этой карте, да, ваше желание может исполниться в ближайшую неделю. Вот такие советы Таро на ближайшую неделю. Смотрите, у стихии огонь, у всех у вас прекрасная неделя. Даже вот если смотреть вот 3 карты просто на стихию, прекрасная неделя. На что обратить внимание, я вам уже сказала. Ну, а принимать, не принимать, это ваш выбор. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте палец вверх. Это ваша благодарность за мой труд и, соответственно, обмен энергией для того, чтобы мои советы действительно помогали вам. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и с вами была Женя. Желаю вам счастья по умолчанию. Счастье – это состояние души, и оно не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Помните об этом. Люблю вас, мои дорогие. Пока!